Давайте посмотрим, что еще можно делать с помощью готового графа и инструмента Network Analyst. Первое – это New Road, то есть кратчайший маршрут по аналогии с маршрутами Google. Добавим две точки, например, с помощью инструмента Create Network Location на данный граф и узнаем кратчайший маршрут между ними. Для этого нажмем Solve, решить. Вот мы узнали кратчайший маршрут, и его длина составляет 3 километра 689. Следующее – это New Service Area, то есть зоны одинаковой транспортной доступности от данной точки. Добавляем данную точку, точнее сколько хотим точек, добавим ее сюда. Нажимаем правой кнопкой мыши на Service Area и Properties свойства. Здесь мы пишем радиусы нашей транспортной доступности, например, 2 км, 4 км и 8 км. Пишем через пробел. Все измеряется, видите, в километрах от данной точки. То есть будет построена первая зона в радиусе 2 км по транспортной сети, вторая зона 4 км, третья 8. Нажимаем ОК и решить. Вот мы получили 3 зоны влияния. Раз, два, три. Зоны, точнее, транспортной доступности в 2, 4, 8 километров. И еще один инструмент называется New Closest Facility. Для этого сейчас увеличим масштаб где-нибудь вот здесь. Очень удобно рассказывать про этот инструмент с помощью следующего примера. У нас есть 3 пожарные части, ну или сколько-то, расположенные на нашей сети. И у нас есть инцидент, пожар, который произошел, скажем, вот здесь. И нам необходимо узнать, какая часть находится в пределах, например, километра от произошедшего пожара. Для этого мы нажимаем правой кнопкой на Closest Facilities, свойства, и смотрим, сколько пожарных частей мы хотим найти, например, одну, и указываем количество километров, все в километрах измеряется, от нашего пожара, например, 1 километр. Нажимаем ОК и решить. Кратчайшее это вот это, причем с расстоянием 295 метров. Видимо, они здесь все расположены в пределах километра. Можем это проверить, нажав опять свойства и найти 3 ближайшие точки к пожару. Да, они находятся все в пределах километра, но можно написать в пределах не километра, а 300 метров. И опять нажмем решить. И вот мы получили опять только одну. Итак, здесь мы прошли кратчайший маршрут, зона одинаковой транспортной доступности от точки или к точке и ближайшие точки к данному инциденту или происшествию.